Всем привет! Импорт машин из Казахстана в Россию вырос в 15 раз. Поэтому чиновники в России усложнили ввоз автомобилей через Казахстан. Но перед тем, как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить лайк прямо сейчас. За это в конце с меня не смешной анекдот. За 8 месяцев этого года из Казахстана в Россию было ввезено в 15 раз больше автомобилей, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Федеральная таможенная служба России. Вслед за этим последовали ужесточение и усложнение ввоза авто через Казахстан в Россию. Поводом для закручивания гаек стали лазейки и серые приемы, которым пользовались покупатели для снижения расходов на растаможку и оформления машин в России для конечного покупателя. Теперь в ГИБДД при регистрации таких автомобилей начали требовать таможенные декларации, чтобы убедиться в том, что стоимость машины при продаже и уплаченные таможенные платежи не занижены намеренно. Серая схема начинает работать еще при ввозе автомобилей в Казахстан из других стран для дальнейшей перепродажи в Россию. Сначала автомобили привозят в Казахстан и оформляют там с занижением таможенной пошлины. Машины сначала оформляют на юрлиц, поэтому это выгоднее. Дело в том, что юридические лица платят в Казахстане таможенную пошлину в размере 12% от стоимости машины, а физлица платят за объем двигателя, что дороже. Ведь занизить объем двигателя не получится. А вот значительно уменьшить в документах стоимость автомобиля, написав любую сумму, легко. Далее на такой автомобиль оформляют СБ КТС, причем собственникам уже указывают физическое лицо. Далее автомобиль можно зарегистрировать в местном ГИБДД, либо не делать этого и отправить в продажу в Россию. В России, поскольку собственник по документам уже физлицо, утилизбор составит не более 20 тысяч рублей. Цены при ввозе автомобилей в Казахстан перегонщики занижают примерно в 2 раза. При этом выбор моделей, которые в дальнейшем отправляют в Россию, огромен. Одним из основных рынков поставок выступают Арабские Эмираты, где далеко не все модели отвечают установленным в России экологическим нормам. Так, некоторые модели на этом рынке предназначены для стран Африки. В основном речь идет о дизельных внедорожниках, у которых нулевой экологический класс двигателей. Однако после оформления СБ КТС в Казахстане в некоторых случаях моторы получают приемлемые для России классы. Местные испытательные лаборатории прописывают такие данные в документах. И отловить такую схему сложно, и машина на выходе быстро получает все российские документы. Так, при оформлении ЭПТС эксперты видят, что на машину уже оформлен СП КТС и уплачен российский утилизбор. Далее покупатель приходит в ГИБДД с договором купли-продажи, который заключен с жителем Казахстана. И все, вы первый собственник ВПТС в России. Ну и обещанная мною шутка юмора. Белочка, живущая у нарколога, излечила от пьянства не один десяток пациентов. А на этом все, буду держать вас в курсе всех событий. Очень интересно узнать ваше мнение по этому поводу. Правильно ли поступила российская власть? Давайте пообщаемся и подискутируем. И не забудьте за мою работу поставить свой царский лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. И самое главное, помните, что рассуждая о чужой жизни, запомните одно: вы видите то, что вам дают увидеть.